Друзья, данный урок я бы хотел отнести к упражнениям на глазомер, потому что здесь наглядно показано, насколько даже слабый, не очень развитый глазомер позволяет нарисовать вот такие сложные фигуры, как такая вот красивая, грациозная и очень даже детализированная лошадка. Вот я думаю, если попросить кого-нибудь неподготовленного человека, который не особо умеет рисовать, даже если есть какие-то навыки, попросить нарисовать ее, эту лошадку, то я думаю, получится очень забавно. Пропорции точно будут не соответствовать. Но если мы расскажем, как это делается, даже человек, не имеющий особо никаких навыков, и еще раз повторюсь, не имеющий особо какого-то развитого глазомера, нарисует ее гораздо лучше. Итак, для начала я сейчас вам расскажу, как это делается. Расскажу и покажу, карандашом нарисую. Для начала нужно абстрагироваться от деталей. И вот мы видим вот такую фигуру. Уже как бы гораздо проще, но все равно есть сложности. И если мы эту фигуру разделим на несколько этапов, на несколько сегментов, и потом эти сегменты каждый по отдельности будем рисовать, то все станет гораздо проще. Сначала мы рисуем вот эту форму, потом вот эту. Потом ноги. И причем не обязательно их рисовать сразу по отдельности. Главное набросать форму. А уж потом переходить к какой-то там более четкой детализации. Итак, начнем. Сначала я обозначу место, где у нас будет располагаться наш конь. Точнее, наша фигура коня. Обозначу вверх, низ и рисую вот такую вот форму. Не знаю, как ее можно назвать. Какой-то булыжник или какая-то картошка. Можно с юмором к этому относиться. На самом деле просто рисуем эту фигуру, форму. Пусть немножечко коряво, не совсем точно. Главное соблюдать вот эти вот взлеты, падение линий. Да. Вот. Рисуем ее. А потом начинаем уточнять ее. То есть мы уже смотрим, где, допустим, на спине, вот здесь вот сужение. Вот эти все моменты мы начинаем поправлять, корректировать. Где-то какие-то углы появляются, не совсем округлые формы. Сразу подготавливаем места, где у нас будут стыковаться другие сегменты. Голова, ноги, передние, задние. Подготавливаем в том смысле, где они должны появляться. Ставим какие-то меточки. Вы должны понимать, где они будут находиться. И дальше рисуем какой-нибудь следующий сегмент. Ну, я выбрал голову. Вообще я всегда иду от крупного к мелкому. То есть сначала я выбрал самый крупный сегмент, это туловище. Теперь видите голова. И посмотрите, как линии, вот красные линии, как переходят из одного сегмента в другой. То есть вот эти стыковки, они должны быть мягкие и естественные. Не должно быть вот таких вот линий жестких стыков, чтобы не было заметно, что вы рисовали посегментно. Форму набросал. Теперь мне нужно ее подчеркнуть.
Дальше я хочу обозначить место, где у нас будут находиться передние ноги. Но рисовать я их пока не буду. Сейчас я буду рисовать задние ноги, а передние просто обозначу для того, чтобы было проще ориентироваться, когда я буду рисовать задние. И рисую вот такую вот форму непонятную. Имейте в виду, что вот колени, которые у лошади задние, они немножечко выступают за ее круп. Вот все вот эти вот моменты, где что за какое место выступает, нужно обращать на это внимание. Все, теперь немножечко детализируем. Вторая нога. Когда мы идем сначала крупные объекты рисуем, мы таким образом легче нам наблюдать, лучше видим целое. А здесь нужно передать не просто вот коня нарисовать или лошадку какую-то, а нам нужно еще передать вот эту грациозность. А она заложена в общей форме. Вот сейчас мы эту общую форму создаем. Ну, вот, собственно, обозначил я, где у нас находятся передние лапы, передние ноги, точнее, прошу прощения. И опять же немножечко детализирую. Разделю их на две части и рисую. Собственно, весь дальнейший процесс у нас сейчас будет одним таким занятием. Мы просто будем прорисовывать все наши формы, устранять недочеты, где-то что-то тереть. Тут особо даже комментировать нечего. Советую пока просто посмотреть без моих комментариев.
Ну вот наша лошадка практически нарисована. Осталось удалить какие-то вспомогательные линии, и все готово. Давайте подведем итоги. Сначала у нас был конь. Потом мы увидели его фигуру без детализации. Затем мы разделили эту фигуру на 4 сегмента. Далее рисуем каждый сегмент в отдельности, но с учетом их местоположения относительно друг друга. И потом устраняем все недочеты, подтачиваем углы. В общем, прорисовка. Ну, я остановился на неглубокой прорисовке. У меня получился вот такой вот конь. Спасибо вам большое за просмотр этого урока. Увидимся и услышимся на следующих занятиях.